Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о буквах в вашем имени и что они означают. Обратите внимание на эти буквы, девочки и мальчики, потому что если в вашем имени есть эти буквы, то знайте, что вы любимчик Вселенной. Давайте далее все более подробно будем разбираться в этом видео. Обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья, у нас очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также всех хотим поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, любое имя состоит из букв, и каждая из них наделена своей энергией. Переплетаясь между собой, они наделяют его владельца определенными качествами. Имя несет в себе информацию о характере и даже судьбе человека. Каждому имени свойственны свои энергии, которые не воспринимаются человеческими органами чувств, но ощущаются на энергетическом уровне. Благодаря им имя оказывает очень сильное влияние на характер, желания, способности, здоровье, благополучие и успех. Имя – это запас энергии, который дается человеку от рождения, и чем сильнее энергетика имени, тем больше шансов у данного человека реализоваться в жизни, достичь определенных успехов в каждом деле. Каждая из букв в имени имеет свою силу, поэтому и оказывает разное влияние на характер человека. Начальная буква имени – это буква с самой сильной энергетикой. Именно от этой буквы зависит то, к чему стремится человек в жизни, выбранный им путь, его склонности, способности и мышление. Однако значение каждой буквы имени является очень важным, поэтому, выбирая имя, нужно учитывать и величину их влияния, которое они оказывают друг на друга. Если первая и последняя буква в имени одинаковые, то на это нужно обращать внимание. Эти буквы наделены подобными энергиями, и это объясняется тем, что в какой бы ситуации ни находился человек, он ее обязательно преодолеет. Он сможет разрешить проблемы, которые возникают на его пути. Чем ближе одинаковая буква к начальной букве имени, тем более сильно она влияет на человека. А если она находится дальше от начальной буквы имени, то ее влияние будет слабее. Конечно, родители ребенка, выбирая своему малышу имя, хотят, чтобы он был успешным, благополучным, счастливым, чтобы в жизни не знал трудностей, прожил ее успешно и богато. Я вас сейчас познакомлю с буквами алфавита, обладающими и несущими в себе энергии, которые обеспечат владельцу имени и удачу, и благополучие, а также финансовую стабильность. И, друзья, мы начнем с буквы А. Итак, первая буква в нашем алфавите, и эта буква несет в себе энергию трудолюбия, свершений и целей. Человек, в чьем имени есть эта буква, по своей натуре лидер, он обладатель большого потенциала жизненной энергии, которая, наполняя его, дает ему возможность многому добиться в жизни. Он не ограничен в своем желании, стремлении получать как можно больше физического и духовного комфорта. Его дальновидные планы, инициатива поражают людей, которые находятся рядом. Такой человек позитивен во всех отношениях, он умен и стремится к знаниям. Труд – его природная потребность. С легкостью продвигаясь по карьерной лестнице, он достигает больших высот. Обычно из таких людей получаются банкиры, судьи, промышленники. Его успехи и достижения высоко оплачиваются. Он без особых усилий достигает того уровня дохода, который благоприятен для того, чтобы ни он, ни его семья себя ни в чем не отказывали. А о таких людях говорят, что это любимчики фортуны. Следующая, друзья, буква – это буква «Б». Это вторая буква в алфавите нашем, и эта буква наделена энергиями богатства и благополучия. Характеру человека, имеющего эту букву в своем имени, присущи такие черты, как стабильность, прочность, способность и умение добиваться поставленной цели. Его стремление к достижению финансового благополучия просто поражает. В
вкладывая деньги в рискованные проекты. Коммерческая деятельность, казалось бы, на первый взгляд проигрышная, но все заканчивается успехом, принося немалую прибыль. Он знает, как правильно зарабатывать и тратить деньги. Нужду испытывать эти люди однозначно не будут, но крупные траты денег им нужно обдумывать. Человек с этой буквой в имени находится под покровительством и защитой Вселенной, благодаря чему ему не чужды острые ощущения в любви, в работе или в отдыхе. Следующая буква – буква «Д». Буква «Д» очень тесно связана с деньгами, с добром, что уже само за себя говорит. Люди, в чьем имени имеется эта буква, буква «Д», по жизни будут купаться в богатстве, ни в чем не нуждаться, жить в свое удовольствие, имея все, что только пожелают в изобилии. Обычно такие люди занимают высокие посты, это крупные бизнесмены, государственные деятели, руководители крупных фирм. Им свойственны такие черты характера, как основательность, продуманность того, что делают, имеют чувство меры, люди долга и слова. Имея много денег, готовы помочь тому, кто в них нуждается. Да, несколько капризные, романтичные, иногда упрямые, порой даже излишне. Имеют много друзей, но в семейных отношениях, к сожалению, не все у них гладко. Следующая буква – буква «Н». В этой букве энергии, надежды на личность и наследство тесно переплетаются между собой, наделяя владельца имени острым критическим умом, внутренней силой, старательностью и усердием в работе. Они достигают успехов только там, где живая, подвижная и интересная работа, не приемлют таковую, если она монотонна, им стоит только настроиться на рабочий процесс, как окружающие их люди будут поражаться энтузиазму, профессионализму и неуемной энергии. Добиваясь определенных успехов, они получают к зарплате приятный дополнительный бонус в виде премии. Руководитель, заметив их старания, компетентность, поможет повысить их в должности, благодаря чему они часто быстро продвигаются по карьерной лестнице. Однако у них могут быть и конкуренты, из которых получаются враги, завистники, поэтому стоит поменьше делиться планами и доверять своим коллегам. Дружбы на работе для таких людей быть не может. От слова совсем. Обычно это специалисты высокого уровня. Им часто достается наследство от бабушек и дедушек, которое способно значительно улучшить материальное положение, если ним распорядиться правильно. Этим людям не грозят лишения, безденежья. Им хватит денег на то, чтобы воплотить свои желания в жизнь. Они нуждаются в дружеской поддержке своей второй половины. Следующая буква – буква «О». Энергетика этой буквы, она достаточно сильная, она притягивает обеспеченность, успех и процветание в жизнь владельца такого имени, где находится эта буква. Вообще это символ благополучия. Такие люди, благодаря тесной связи со Вселенной, наделены богатой интуицией, у них сильные и богатые чувства, множество идей, прозорливость, самоуверенность. Они стремятся к активным действиям, также склонны к риску и авантюризму. Они умеют зарабатывать и тратить деньги, получают от этого положительные эмоции, притягивая счастье. Они имеют финансовую стабильность, любят заниматься благотворительностью и помогать людям, оказывая помощь всем тем, кто в ней нуждается, но должны проникнуться к данному человеку на энергетическом уровне. Из них получаются хорошие руководители, бизнесмены, юристы. Они любят порядок в доме, красивые вещи, рядом с ними приятно находиться. Также они дорожат своей второй половинкой, любят делать подарки своим близким, а также устраивать праздники. Следующая буква – это буква «Т». Именно в этой букве, в букве «Т», тесно переплетаются между собой энергии трудолюбия и терпения. Люди с именем, которые содержат букву «Т», очень талантливы, поэтому добиваются по жизни больших успехов и финансово независимы. Это чувствительные, это творческие, это заботливые натуры, которые стремятся к разнообразию, это выдумщики, им свойственна изобретательность, и они способны предвидеть ситуации. Они стремятся к разнообразию, неординарность в поступках и мышлении, смысл их жизни. В жизни полагаются на упорную работу, а не на удачу. Легко, правда, расстраиваются, если в чем-то видят беспорядок. Умеют быть хорошими и верными друзьями, любят легкое и интересное общение с интересными и многогранными людьми. Из них получаются хорошие медийные работники, артисты, рекламщики, дизайнеры, архитекторы и айтишники.
Следующая, друзья, буква – это буква У. И эта буква наделена энергиями успеха и удачи. Это также энергетически сильная буква. Люди, которые имеют такую букву в своем имени, хотят в жизни иметь все самое лучшее, поэтому упорно трудятся для того, чтобы комфорт и роскошь наполняли их жизнь. Наделены были сильной интуицией, да, где-то слегка неорганизованы, в их голове постоянно возникают новые и новые идеи, и они всячески стараются их воплотить в жизнь, ставят перед собой завышенные цели. Это карьеристы, и в стремлении продвинуться по карьерной лестнице часто не обращают внимания на коллег и близких, начиная со специалиста за короткий промежуток времени, дорастают до уровня руководителя. Успех их сопровождает по жизни, они материально независимы, умеют устанавливать тесный контакт с денежной энергией, любят компании, путешествовать, но все должно быть с шиком, с блеском. Часто по жизни одиноки, так как не готовы выходить за рамки своей комфортной жизни, не готовы под кого-то подстраиваться, собственники в отношениях и любят командовать. Далее буква «С». Именно буква «С» наделена энергией счастья, она сама за себя говорит. Это преданные люди, которые обладают прирожденными лидерскими качествами. Они обстоятельны, они харизматичны, становятся благодаря этим качествам часто центром внимания. Они ставят перед собой высокие жизненные цели, и одна из них и самое главное – это стремление к богатству, благополучию, удовольствиям. Они умеют блеснуть, обладают здравым смыслом в суждениях, несколько властны и разбалованы. В любой сфере жизни добиваются всего того, чего хотят, ни в чем не нуждаются, живут счастливо, радуются жизни и тому, что в ней имеют. Блеск, экстравагантность – вот такое впечатление остается от человека с этой буквой в имени. Высокая жизненная планка способствует тому, что и вторую половинку ожидают с такими же качествами, а так как требования завышены, то часто по жизни отношения заканчиваются ничем, или же на то, чтобы найти такого человека, уходит большой промежуток времени. Именно, друзья, эти буквы именно содержат в себе энергии, которые будут способствовать успеху, счастью и благополучию, финансовой стабильности. Но обращаем ваше внимание, это не значит, что остальные буквы наделены негативными энергиями. Они могут только наделять человека и другими хорошими качествами, а применив немножечко усилий, использовав для этого талисманы, обереги, денежные обряды, практики, ритуалы, можно все это также притянуть в свою жизнь. Помните и о том, что выбирая имя своему малышу, нужно учитывать многие факторы. Что несет в себе само имя, какие энергии содержит в себе каждая буква имени. Нужно читать и обращать внимание на советы, знания, правила, учения, которые нам передаются по наследству. Да, сейчас это очень много чего забывается, выписывается, вычеркивается, для того, чтобы люди были необразованы, для того, чтобы люди не знали свои корни, свой род, не знали, не понимали, как им поступать, что им делать. Поэтому помните об этих правилах и помните о том, что имя должно быть созвучным с отчеством и фамилией, чтобы не резало слух, создавало правильные вибрации при произношении, так как от этого будет зависеть то, какие энергии будут притягиваться в данный момент. Ребенку также с именем должно быть комфортно, а все остальное будет зависеть, конечно же, от него и от того, чего он сам захочет добиться в своей жизни и к чему он будет стремиться. Помните о том, что ваше имя – это в первую очередь набор определенных энергий. Это зашифрованное имя, которое вы пронесете через свою жизнь. Если вы обращали внимание, можно пойти в паспорте поменять, что? Можно поменять фамилию, можно поменять отчество, но никогда вы не поменяете имя. И видите, даже на государственном уровне именно эгрегор государство знает и понимает, что именно этот человек имеет определенные энергии. И на материальном мире именно так все сделано, что человек никогда не сможет поменять свое имя. Возможно, в некоторых государствах уже это начинает проявляться для того, чтобы человек забывал себя,
себя, свою историю, забывал, кто он, что он и так далее. Поэтому наша с вами задача вот эти знания, которые нам передали наши предки, обязательно стараться использовать в своей жизни, обязательно передавать из уст в уста, потому что интернета завтра может не быть, всевозможные энциклопедии также могут исчезнуть, но задача, чтобы мы с вами двигались дальше. Помните, пожалуйста, об этих советах, о которых мы сегодня с вами поделились. Если вы не услышали себя в этом списке, пожалуйста, не раз подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы изменить свою жизнь, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. Помните об этих правилах. И, друзья, мы надеемся, что эти советы и эти рекомендации вам помогут в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите обязательно слово «благодарю». Также, возможно, пожелайте себе всего того, что вы считаете, что для вас важно и нужно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.